Замечали ли вы, что вам стало труднее вставать с любимого кресла или подниматься по лестнице? Этот вопрос ежедневно задает себе доктор Сара Томпсон, известный гериатр из Бостонского медицинского центра. Она работает с пожилыми людьми уже более 25 лет и обнаружила нечто шокирующее. К 70 годам 40% взрослых страдают от сильной слабости. Однако большинство врачей не говорят вам, что это не просто естественный процесс старения. Недавно доктор Томпсон рассказала удивительную историю. 75-летняя пациентка Мэри пришла к ней на прием, расстроенная ухудшением состояния ног. Однако всего через месяц после начала выполнения рекомендаций доктора Томпсон по питанию Мэри вернулась к садоводству и играм с внуками. Ключ в том, что у большинства людей уже есть на кухне 3 простых и недорогих продукта, которые помогают укрепить ноги, улучшить равновесие и сохранить независимость. При этом не требуется дорогих добавок или сложных тренировок. Пожалуйста, сообщите нам, из какого города вы смотрите трансляцию. Прежде чем мы поделимся с вами новаторскими открытиями доктора Томпсон, оставьте комментарий ниже, нажмите кнопку «Нравится» и подпишитесь на наш канал. Так вы будете получать больше научно обоснованных рекомендаций по вопросам здоровья пожилых людей. Теперь давайте разберемся, почему наши ноги изнашиваются в первую очередь, и рассмотрим возможные решения. Позвольте мне поделиться интригующим открытием, сделанным в ходе последнего исследования доктора Томпсона в клинике Майо в 2024 году. Ученые обнаружили, что мышцы ног начинают меняться уже в возрасте 50 лет, значительно раньше, чем считалось ранее. Для пожилых людей важно сохранять независимость и жить так, как они считают нужным, а не чувствовать себя уставшими и измученными. Можно сравнить мышцы ног с фундаментом дома. Сильные ноги помогают нам оставаться мобильными и самостоятельными, так же как крепкий фундамент обеспечивает устойчивость дома. По словам доктора Томпсон, саркопения — это естественное состояние, при котором мы теряем от 1 до 2% мышечной массы каждый год после 50 лет. Хотя этот показатель может показаться незначительным, он играет огромную роль, особенно когда речь идет о ногах, ведь в них находятся одни из самых крупных мышц нашего тела. Джон Мартинес, 75 лет, пенсионер и педагог из Флориды, постепенно заметил эти изменения. Он говорит: «Сначала я думал, что это просто усталость, но однажды понял, что избегаю подниматься наверх в игровую комнату моих внуков». История Джона отражает ситуацию, знакомую многим пожилым людям, которые вынуждены приспосабливаться к ухудшению состояния ног. Именно тогда он понял, что нужно что-то менять. Часто первые тревожные сигналы остаются незамеченными. Вы можете обнаружить, что вам требуется чаще отдыхать во время ходьбы, у вас появляется тремор при вставании со стула или приходится крепче держаться за перила, поднимаясь по лестнице. Это не просто неудобство, это важные сигналы вашего организма, которые нельзя игнорировать. Одна из ключевых новостей исследования доктора Томпсон заключается в том, что слабость ног не является неизбежной даже в 70 или 80 лет. Ваши мышцы обладают удивительной способностью к восстановлению и укреплению. Секрет в том, чтобы понимать, эти изменения связаны не только с естественным процессом старения, но и с тем, как мы питаемся и заботимся о своем теле. Это подводит нас к важному вопросу, о котором многие пожилые люди не знают. Здоровое питание оказывает гораздо большее влияние на силу ног, чем принято считать. Хотя физические упражнения необходимы, питание может сыграть решающую роль в сохранении и даже восстановлении мышечной силы. Джон усвоил это на собственном горьком опыте. Спустя 3 месяца он снова поднялся наверх и играл с внуками. Вы не единственный, кто может понять его историю. Если сила ваших ног изменилась, расскажите об этом в комментариях. Ваш опыт может быть полезен другим людям, испытывающим схожие трудности. Доктор Томпсон рекомендует своим пациентам простые продукты, которые помогли Джону и многим другим вернуть силу и уверенность. Сейчас мы расскажем о них. Это не дорогие добавки или редкие суперфуды, а доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Первый продукт, который может вас удивить — жирная рыба. Давайте разберемся, почему она так важна. Жирная рыба — один из ключевых продуктов, которые доктор Томпсон советует включить в рацион для укрепления ног. Если вы следите за нашей информацией, напишите «фиш» в комментариях.
Согласно исследованиям доктора Томпсон, такие виды рыбы, как лосось, скумбрия и сардины — настоящие чемпионы, когда речь идет о поддержании силы ног у пожилых людей. Ключевым фактором здесь является высокая концентрация омега-3 жирных кислот. Эти полезные жиры действуют как натуральное масло для суставов и мышц, уменьшая воспаление и способствуя их восстановлению. Вот исправленный и улучшенный вариант вашего текста. Согласно недавнему исследованию Гарвардской медицинской школы, пожилые люди, которые едят жирную рыбу 2 раза в неделю, сообщают о том, что у них на 30% больше мышечной массы по сравнению с теми, кто употребляет ее редко. Мария Чен, 68-летняя бабушка из Калифорнии, убедилась в этом на собственном опыте. Она говорит: «Раньше я думала, что рыба полезна только для сердца. Но спустя 3 месяца я прошла путь от борьбы за ежедневные прогулки до регулярного участия в клубе любителей ходьбы в местном торговом центре. После того, как я стала дважды в неделю добавлять в свой рацион лосося, я заметила нечто удивительное. Мои ноги стали сильнее и выносливее. Но разве рыба недорогая? Возможно, вы задаетесь этим вопросом. Доктор Томпсон утверждает, что подходящие варианты найдутся на любой бюджет. Консервированный лосось и сардины стоят в несколько раз дешевле свежей рыбы, но при этом обладают такой же пищевой ценностью. Например, в банке сардин содержится столько же омега-3, сколько в дорогом филе лосося. Замороженное рыбное филе — еще один экономичный вариант. Оно замораживается в свежем виде, сохраняя всю свою питательную ценность. Как легко включить рыбу в рацион? Завтрак. Добавьте консервированный лосось в яичницу-болтунью для начала дня с большим количеством белка. Обед. Попробуйте сардины на цельнозерновом хлебе с авокадо. Ужин. Запеките замороженное филе лосося с лимоном и травами. На приготовление уйдет всего 15 минут. Доктор Томпсон подчеркивает, что приготовление рыбы не должно быть сложным. Самый простой способ — запекание в фольге. Просто добавьте немного оливкового масла, дольки лимона и любимые травы. Затем запекайте при 190 градусах Цельсия в течение 15 минут. Если вы не привыкли есть рыбу, начните с мягких на вкус сортов, таких как палтус или треска, а затем постепенно переходите к более насыщенным видам. Вы также можете добавлять рыбу в привычные блюда. Сардины в соус для пасты для дополнительной дозы омега-3. Консервированный тунец в ваш любимый салат. Разные культуры, разные традиции. Потребление рыбы. Мария выросла в китайско-американской семье и предпочитает готовить рыбу на пару с зеленым луком и имбирем. Другие пациенты доктора Томпсон следуют своим этническим традициям. Мексиканская кухня — рыбные тако. Итальянская кухня — запеченная треска с томатами и травами. Что насчет добавок? Доктор Томпсон объясняет, что рыбий жир в капсулах может быть полезен, но он не обладает всеми преимуществами цельной рыбы. Только натуральный рыбий белок, витамин D и минералы могут поддерживать здоровье мышц так, как это делает полноценное питание. А теперь ваша очередь. Какой ваш любимый способ готовить рыбу? Поделитесь в комментариях. Ваш опыт может помочь тем, кто только начинает путь к укреплению ног. Молочные продукты — защита для вашей мобильности. Вы можете удивиться, узнав, что вторая мощная группа продуктов, которую рекомендует доктор Томпсон для укрепления ног, — это молочные продукты. Если вам полезны эти советы, напишите «Милк» в комментариях. История Дэвида. Как молочные продукты изменили его жизнь? Познакомьтесь с Дэвидом Уильямсом, 73-летним бывшим почтовым работником из Миннесоты. Его история наглядно демонстрирует, насколько важны молочные продукты для поддержания силы ног. Я всегда думал, что молоко — это для детей. Но все изменилось, когда доктор Томпсон объяснил мне, что молочные продукты могут помочь сохранить мои ноги крепкими. Через 2 месяца после включения их в ежедневный рацион я почувствовал заметное улучшение. Мне больше не нужно беспокоиться, что ноги подведут, когда я играю с внуками в парке. Почему молочные продукты полезны для ног? Доктор Томпсон объясняет, что секрет молочных продуктов в уникальном сочетании кальция и белка. Белок помогает сохранять мышечную массу. Кальций укрепляет кости, которые поддерживают мышцы. По данным Национального института старения, эта мощная комбинация помогает пожилым людям сохранять силу и подвижность. Что делать, если у вас непереносимость лактозы? Хорошая новость — существует множество вариантов.
Греческий йогурт содержит больше белка и меньше лактозы, чем обычные молочные продукты. Твердые сыры, груйер, чеддер почти не содержат лактозы. Обогащенные альтернативы, соевое, миндальное или безлактозное молоко, обладают схожими преимуществами. Как легко включить молочные продукты в рацион? Дэвид внес простые изменения в свой рацион. Завтрак — греческий йогурт с фруктами. Обед — ломтик сыра в сэндвиче. Перекус — творог. Эти небольшие корректировки оказали огромное влияние на его силу и устойчивость. Практичные советы от доктора Томпсона: экономьте без потери пользы. Покупайте йогурт в больших упаковках. Замораживайте сыр, если купили его по акции. Используйте сухое молоко в выпечке и блюдах, чтобы сэкономить. Культурные вариации. Средиземноморье — соус цацики. Индия — напиток ласси на основе йогурта. Латинская Америка — queso фреско. Эти примеры показывают, что молочные продукты могут вписаться в любую диету. Последовательность важнее количества. Доктор Томпсон подчеркивает: не нужно есть молочные продукты в больших количествах. Даже 3 порции в день могут существенно повлиять на силу и подвижность ног. Если вас беспокоит жирность, выбирайте обезжиренные или маложирные варианты. Они сохраняют все полезные вещества. А теперь вопрос к вам. Какой ваш любимый способ употреблять молочные продукты? Напишите в комментариях. Листовая зелень — природная поддержка ваших ног. Прежде чем перейти к нашему последнему суперпродукту, у нас есть вопрос. Что вы предпочитаете? Сыр или йогурт? Напишите в комментариях, и ваши идеи могут вдохновить других участников сообщества. А теперь мы готовы представить третье мощное блюдо для крепких ног. Оно доступное, экологичное и невероятно эффективное. Листовая зелень — ваш естественный союзник в поддержании силы и подвижности. Если вы все еще с нами, напишите «зелень» в комментариях. История Патрисии. Удивительная сила зеленых овощей. Патрисия Джонс, энергичная 70-летняя жительница Техаса, когда-то считала, что шпинат нужен только моряку Папайю. Я начала чувствовать слабость в ногах, и доктор Томпсон посоветовал мне есть больше зеленых овощей. Уже через несколько недель я заметила значительное улучшение. Почему зеленые овощи так важны? По словам доктора Томпсона, листья шпината, капусты кейл, мангольда и другой зелени богаты важнейшими питательными веществами. Витамин К укрепляет кости и поддерживает здоровье мышц. Магний помогает предотвратить мышечные судороги и поддерживает их работу. Недавнее исследование в журнале питания показало, что пожилые люди, которые регулярно употребляют зелень, сохраняют лучшую мышечную функцию, чем те, кто этого не делает. Как включить зелень в рацион? Если вам сложно пережевывать зелень, попробуйте. Жареный шпинат, он легче усваивается. Готовить блюдо с бланшированной или тушеной зеленью. Экономные варианты. Замороженные овощи дешевле свежих и уже промыты. Покупайте сезонную зелень и храните правильно, чтобы продлить ее свежесть. Простые рецепты на каждый день. Завтрак. Добавьте горсть шпината в смузи. Ваши ноги скажут спасибо. Обед. Сделайте теплый салат из увядшей зелени, заправив его лимонным соком и оливковым маслом. Ужин. Обжарьте зелень с чесноком и щепоткой соли в качестве гарнира. Патрисия делится своим любимым способом. Я добавляю зелень в супы, яичницу, болтунью и даже в рагу. Так я получаю пользу, не ощущая, что ем салат каждый день. Легкая термическая обработка делает некоторые питательные вещества в зелени более доступными для организма. Патрисия, вдохновившись соседями, теперь с удовольствием добавляет зелень в свои любимые рецепты. Совет доктора Томпсона для новичков. Если вам не нравится вкус зелени, начните с малого. Добавьте несколько листиков в сэндвич. Подмешайте в суп. Сочетайте с привычными блюдами. Попробуйте брызнуть немного яблочного уксуса. Так зелень станет вкуснее. Поделитесь своими рецептами. Как вы включаете зелень в свой рацион? Оставьте комментарий ниже. Ваш опыт поможет другим. Помните сочетание листовой зелени, молочных продуктов и жирной рыбы. Идеальный рецепт для здоровых и крепких ног в любом возрасте.